Приветствую вас на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей, и мы с Карлосом направляемся к землянке. А точнее сказать, к месту, где была землянка. Я еще не привык, что землянка разрушилась. Причем почти на мою голову, в буквальном смысле. Я еле успел из нее выскочить. Кто не видел эту серию, обязательно посмотрите. Вот. Но мы начали строить новую избушку. Глиночурку. Строение из деревянных поленьев, уложенных на глину. Уже практически возвели каркас. И сегодня я планирую решить, какую все-таки делать крышу. Еще взял спиннинг. Проверю, клюет ли окунь, потому что караси уже заканчиваются, которых я наловил, казалось бы, ну очень даже прилично при помощи подсказок искусственного интеллекта. Но Найк с ними быстро расправляется. Ну вот мы и прибыли. Вот руины землянки. А это усиленный навес, сделанный на таких толстых бревнах, чтобы, если нужно будет переночевать, вот, не опасаться, что большие толстые сухие ветки могут упасть вам на голову. Ну а сейчас здесь склад, в котором лежат очень нужные в лесу вещи. Карлос, не бегай там. Пойдем на берег. А вот и каркас будущего строения. А на этот раз он будет максимально усилен, чтобы точно не завалился. Здесь еще не все установлены откосные, но уже и сейчас его практически невозможно даже шелохнуть. Очень крепко сейчас жестко стоит. Но будут еще несколько. Вот в этом проеме наверняка будет, потому что здесь не планируется ни окон, ни дверей. Вот здесь будет дверной проем. Скорее всего, еще одно окошко вот здесь. И планировал 2 окна здесь. Но теперь даже не знаю. Может быть, стоит и здесь поставить одну откосную внутри. Вот. В общем, у меня теперь есть размеры оконных рам, которые можно будет установить. Правда, они без стекол. Хочу померить, как будут вообще смотреться эти рамы здесь, эти окна. Вот. И уже потом понять, нужны ли здесь откосины внутренние, либо можно сделать откосную прямо на улицу. О, а здесь кто-то был. Были посетители. Оставили баночку консервы, за что им благодарность. Как видите, мы перенесли сюда летнюю кухню, столик, лавку, печку. Теперь намного красивее принимать пищу. Вот, любуясь таким видом. В прошлый раз забрал с собой топор, чтобы подточить. И дома подумал, это же у всех блогеров-выживальщиков такие модные топоры, все блестят, красивые. Мне аж стыдно стало. Думаю, надо себе что-нибудь придумать, чтобы покрасивше было. Но покупать я, конечно, ничего не стал.
А вот обновил свой старенький, который здесь и был. Та же самая рукоятка, просто зашкурил, скрыл олифой. Также зашкурил и покрасил сам топор, металлическую его часть. Кстати, сколько уже мне лет, а до сих пор не знаю, как называется эта металлическая часть. Но это, понимаю, обух, да, которым гвозди можно забивать. Это, ну не знаю, лезвие. А вот, наверное же, есть название вот этой вот штукенции. Так что пишите, кто знает. Ну и вообще оцените, как получилось по сравнению с тем, что было. Пока отдышусь с дороги, посмотрю, что здесь на водоеме. Заброшу пару раз спиннинг. У меня здесь стоит блесенка вращающаяся. Не знаю, как далеко я смогу ее здесь забросить, против ветра особенно. Вот. Но вообще я планировал половить на силикончик, вот, на отводной поводок. Поэтому так, сейчас пару раз брошу, а потом, после того, как займусь землянкой, буду периодически пробовать на силикон. Обычно в это время, в эту пору, очень неплохо должен клевать окунь. Карлос, вылазь. Ну что, несколько забросов показали, что очень активного клёва нет. Поэтому ничего я не потеряю, не пропущу. Пойду займусь чем-нибудь более полезным. Периодически буду забрасывать. Я взял с собой рулетку. И у меня есть размеры оконных рам. И я хочу прикинуть, примерить, как они будут здесь становиться. Я промерил проемы, в которых планирую сделать окна. А это вот в этом проеме, вот в этом, там где будет двери. Хочется, чтобы было максимально светло. Рамы имеют габариты 1,40 на 90. И получается, если поставить ее в длину, то 1,40 вот где заканчивается. И можно, ну, буквально ногой случайно стукнуть ботинком и выбить стекло. А это, знаете, такие окна, как в стареньких домах. Вот две такие вот рамы и одна вверху фрамуга горизонтальная. Я думаю, что можно ее поставить не стандартно, а поперек вот так, горизонтально, как объяснить, ну, в общем, вы поняли, перевернуть ее вот так. И получается 90 уже будет более-менее нормально. Вот 90 уже ногами туда никто не влезет. И получается на весь проем. Здесь где-то 1,45 м, 1,47 м. Вот. Поэтому как раз подходит такое будет панорамное окошко. Здесь и сразу же второе здесь. Два вместе, я думаю, дадут хороший поток света, и будет достаточно двух окон. Тем более, что здесь будет именно в этом углу стоять печь, и как бы будет такая тепловая завеса зимой в морозы, чтобы
через стекло не сильно много холода проходило. Я убрал подпорные бревна, чтобы проверить, насколько справляются наши откосные внутренние бревна. Вот там, где они установлены, в этой плоскости абсолютно не шевелятся, очень жестко. А вот в этой плоскости вот так нет ни одного бревна, сейчас я убрал. И еще, конечно же, шатается. Поэтому нужно будет все-таки везде, где есть возможность, поставить такие укосины. Я ходил на развалины в надежде найти столбик как раз в размер для дверного проема. Но, к сожалению, такого подходящего не было. И придется испытывать свой топор. Пилу я с собой не брал, поэтому буду рубить топором. Это не такое простое занятие — отрубить дубовое бревно. Вот, поэтому кто не рубил дуб, не надо писать в комментариях, что почему так долго и так далее. Топор острый, как бритва. Можно бриться, но это не точно. Фух, отрубил, как бобер перегрыз. Для ориентира взял часть коробки, которая, к сожалению, поломалась немного при демонтаже. Нужно не забыть в следующий раз взять клея и склеить и закрепить на саморезы. Пояс, как обычно, пока не прихватит, не вспомню, что нужно одеть. Даже немного перестарался. Сейчас подсыплю немного. Ну все, теперь то, что нужно. Правда, нет шуруповерта, чтобы прикрутить. Время готовить обед. А обед сегодня будет готовиться на углях. Поэтому разведу огонь, чтобы дрова прогорели и были хорошие угли.
Обновленный топорик рубит сам. Нужно понемногу очищать прилежащую территорию. Нападало деревьев. А полить некогда. Связал отводной поводок, и пока дровишки прогорают, попробую поискать окуня. Первый, но очень уж маленький. Отпущу, пусть бежит. Ну что, так себе клев. Не вижу смысла сильно упираться. Найк еще потерпит, рыбка у него есть. Вот. А когда уже окунь будет активно клевать, тогда и порыбачу. Я вот сейчас сижу, смотрю на реку и думаю, как же мне правильно сделать крышу. Так, чтобы сильно ее не нагружать. И с другой стороны, чтобы она была и теплая. Нагружать имеется в виду землей в качестве утепления, как было в землянке. И, по-моему, ко мне в голову пришла
замечательная идея. Сейчас пойду покажу и расскажу. Сначала у меня была мысль все равно забросать бревнами, постараться более-менее тонкими. И, ну, как-то даже не знаю, как думал, может быть, какую-то кровлю все-таки. Ну, как сюда доставить тот же шифер или даже... Ну, рубероид, понятно, можно привезти. Вот, но рубероид, по-моему, первая ветка упавшая его пробьет. Шифер тоже поломает. В общем... Ну и, естественно, хочется как-то подешевле все это сделать. И еще в идеале из природных материалов. Думал я закидать полностью все бревнами. Немного так засыпать землей, не сильно утяжеляя, просто выровнять, чтобы вот эти скругления бревен как бы позасыпать. Ну и сверху закрыть теми баннерами, что остались старыми. Но так как они уже местами дырявые, то сверху застелить плотной полиэтиленовой пленкой. Ну и опять же сверху немножечко еще присыпать, чтобы не сильно увеличивать вес крыши. Ну, вот такая последняя у меня была мысль. Но сейчас я, по-моему, придумал, как сделать более правильно. Будет и более легкая, и, наверное, теплая. Так вот, что я придумал. Теперь не нужно забрасывать всю крышу бревнами. Нужно забросить всего лишь 3 бревна. Одно по центру и еще 2 посередине между этими участками. Получится менее метра между бревнами. Потом их нужно будет подшить тонкими жердями орешника или еще какой-то. Может, ну, в крайнем случае брус можно принести. Но я думаю, можно и круглыми. Вот. Где-то через полметра. И получатся такие ниши, кармашки. Вот. А сверху уже полностью все это пространство заполнить камышом. Камыша сейчас огромное количество, он разросся. Первый год, как он только появился, когда водоем начал мелеть, появился камыш. Я думаю, вы видели, что в первых видео еще до войны тут камыша не было вообще. Но теперь его вот очень много. И полностью это пространство засыпать камышом. Камыш будет, ну как, теплоизолятор какой-то. И в то же время он будет выравнивать вот эту вот всю плоскость между бревнами. То есть заполнит и вот этот вот клеенка или другой какой-то изолирующий материал, он не будет вот так вот провисать между бревнами, а будет лежать на камыше. Потом можно ее степлером прибить к бревнам и сверху, наверное, тоже небольшой слой еще камышей, но это уже исключительно для эстетики, чтобы красиво было, чтобы не клеенка сверху была, а опять же такая вот камышовая крыша. И опять же какая-никакая защита пленки от падения веток. В общем, вот такая идея с крышей. Как считаете, годная или нет? Напишите в комментариях. А запекать сегодня я буду ребрышки. Причем сегодня не брал ни овощей. Ну, хлеб я уже давно стараюсь не есть. В общем, у меня очередной эксперимент над собой. Хочу попробовать такую диету, называется карнивор. Другими словами, диета хищника. То есть можно есть все, что животное. То есть мясо, сало, яйца, молоко, наверное, молочное вроде можно, да. Короче говоря, это полная противоположность вегетарианства или веганства. Я, если честно, не знаю, чем оно там отличается, веганство от вегетарианства. В общем,
Хочу попробовать недельку посидеть. Говорят, что хорошо налаживает желудочно-кишечный тракт. Вот эта мясная диета. И также снимает воспаление. Никому ничего не рекомендую. Попробую на себе. Посмотрим, как изменится мое самочувствие, состояние через недельку. А там посмотрим, может быть, еще посижу. Если, конечно, финансово не сильно будет жестко на одном мясе. Но, по идее, за счет других каких-то. Но это других, это у того, кто ест там какие-то тортики, сладенькое. То, что тоже стоит каких-то копеек. А для меня, в принципе, это будет немного увеличивать бюджет на еду. Потому что я и так не ел всяких там шоколадок, конфеток и так далее. Но немного разбавлял. Ну, чем разбавлял? Хлеб нет. Ну, углеводами. Все-таки старался хотя бы немного там иногда. Ну, ел там то рис, то гречку. А вот сейчас этого не будет полностью. А, и овощей тоже не будет. Вот, что самое интересное. Вообще ничего того, что растет. Жар, конечно, хороший, но поднялся ветерок, и мне кажется, что ветром может прямо охлаждать эту фольгу. Попробую немного опустить ниже и укрыть от ветра эту конструкцию. Вот так защитил от ветра и сразу зашкварчало внутри. Думаю, еще минут 10 и можно будет пробовать. Ну что сказать, пока мне эта диета очень даже нравится. Посмотрим, как по самочувствию будет. Да, Карлос, тебе тоже эта диета понравится, я думаю. Стой, Карлос, дай клеща вытащу, клеща вытащу. Стой. Стой ты. Пока Карлос доедает, я подумаю, что нужно с собой взять в следующем походе. В следующий раз, я думаю, мы приедем с Юрой. В этот раз ему было некогда, неудобно. Поэтому я так однодневным походом пришел. В общем, что по инструменту и вообще план действий на следующий поход. Я думаю, что в первую очередь нужно сделать крышу, чтобы уже можно было здесь внутри продолжать работы, даже если начнутся осенние затяжные дожди. Поэтому
именно крышей и займусь в следующем походе. Ну а также поставить еще несколько укосин, потому что в некоторых плоскостях каркас все-таки еще шевелится, а в некоторых стоит монолитно, прямо как железобетон. Вот. Поэтому с инструментом вроде как все ясно. Дело уже к вечеру. Пришел я сегодня позже из-за дождя ночного. Поэтому будем уже собираться с Карлосом. Сейчас он долопает свои косточки. Вот. И мне нужно еще забрать фотоловушку. Она уже довольно давно стоит в одном месте. И я хочу ее проверить и заодно поставить в новое место. Так что, кому нравится видео с животными в дикой природе, досматривайте до конца. Думаю, будет интересные кадры. Что ты кряхтишь? Ты готов? Все, доел, дохрустел, погнали. Карлос. Карлос, что ты такую маленькую норку нашел? Иди сюда. Карлос. Что, страшно в такую норку, да, залазить? Ты лучше по мышкам? Ясно, пошли. Вышел на тропинку, где должна быть фотоловушка. Надеюсь, это то место. Мимо пронесся. Ты где был? Карлос, а вдруг там не мышка, а? Ты аккуратней. Не бережешь ты себя. Мышка, да? Ну ладно, тогда грызи. Не страшно тебе? А вдруг он вылезет? Или ты не боишься хомячков? О, шутим. Что ты делаешь? Пойдем уже отсюда. Вываляешься сейчас. А, ты муравейник там раскопал. Понятно. Смелый ты. На муравьев охотишься уже. С мышек на муравьев перешел. Молодец. Пошли. Все, пойдем. Как ни странно, на этот раз быстро отыскал фотоловушку. Обычно у меня больше времени на это занимает. Хотя и давно здесь не был, долго она здесь простояла. Надеюсь, что-то будет интересное. Ну и на этом буду прощаться с вами. Комарики заедают. Всем мира, добра и здоровья. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Карлос, пойдем. А ну, не трожь карусончика. Карлос снова чуть не получил тумаку. Смелый, когда хозяин рядышком.